Добрый день, дорогие пекари! Часто мне задается вопрос, сколько времени нужно выпекать хлеб и насколько выпечка, например, подового хлеба отличается по времени от выпечки формового хлеба. Здесь у меня две заготовки абсолютно одинакового веса, и сегодня мы проверим экспериментальным способом, сколько времени занимает выпечка одного и другого. Я буду сажать их в духовку одновременно и засекать тайминг выпечки. Да, важное замечание, не забывайте подписываться на мой канал, потому что половина зрителей смотрит без подписки, а подписка – это уведомление о новых видео. Вы никогда не пропустите что-то новое, что вышло у меня на канале. Небольшое замечание. При выпечке в форме хлеб у нас, когда мы выпекаем, он поднимается вверх за счет стенок формы, стенки его держат. А хлеб, который подовый, у нас начинает расширяться во все стороны, поэтому лучше его надрезать. Формовой, кстати, может трескаться из-за того, что он недоростоен. Слишком много у него еще остается силы на подъем, и он начинает трескаться. Но обычно этого не происходит. Делаем надрезы любым способом, который вам нравится. Хлеб у меня готов к посадке в духовку. Отправляю его выпекаться и засекаю время. Первые 15 минут, как обычно, с паром. Печем и тот, и тот. Через 15 минут я убираю миску с паром. Оба хлеба у меня еще в духовке. Выставляю температуру. Выставляю 20 минут для допекания подового хлеба. Ну а формовой потом будем смотреть по его состоянию. Прошло 20 минут выпечки при 200 градусах. Давайте смотреть. Подовый хлеб выглядит неплохо. Формовой вытаскиваем, достаем. Корочки у него уже загорелые, красивые, но они очень мягкие, поэтому подовый я оставляю. Формовой, если не хотите слишком загорелый верх, можете накрыть фольгой. Отправляю еще на 5 минут. Так, формовой вернула. Давайте разглядим подовый. Корочка снизу у него готовая, сверху он румяный. Немножко растекся у меня, потому что у меня на пределе уже была расстойка, прям он уже все перебраживал. Это и хорошо, это значит как раз таки формовой у меня не треснул. Именно из-за этого, что у меня прошла полная расстойка. Ждем, когда допечется формовой. Прошло еще 5 минут выпечки. Смотрим на хлеб. В идеале, конечно, проверить температуру внутри. Температура готового мякиша хлеба 98 градусов. Я это делала, проверяла. И как раз разница между временем выпечки подового и формового при одинаковом весе заготовок составляет 5-7 минут. То есть там не в 2, не в 3 раза. Все, конечно, зависит от вашей духовки, от равномерности нагрева. Плюс у меня стальной лист. Он хорошо аккумулирует тепло, держит его и хорошо отдает. Почему так происходит? Потому что нужно время на прогрев формы. Поэтому хлеб формовой печется чуть-чуть дольше. На этом все. Если этот сюжет вам был полезен, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте, подписывайтесь на другие мои ресурсы. Приходите в Telegram, делитесь своими фотографиями. На этом все. Будем с вами печь и испечем еще много всего интересного.